Okay, so Michael L's alcoholic, and I received the gift of sobriety, or I kept the gift of sobriety starting September 7th of 1985. Итак, меня зовут Майкл Лоренс, и я получил свой дар трезвости 7 или, как лучше сказать, приобрел и до сих пор удерживаю, я делаю дословный перевод, свой дар трезвости 7 сентября 1985 года. I'd been struggling coming in back and forth in AA for about 6 years prior to that. И я с собой боролся, приходил и уходил из анонимных алкоголиков до этого, до момента своей трезвости 6 лет. And I began with an attitude of arrogance and I know what needs to happen here, and transversed over those 6 years to an attitude of complete defeat. И 6 лет до того, как я получил свой дар трезвости, я боролся с собой, приходил на собрание с таким мнением, что я тут знаю все, короче, выходил с позиции высокомерной и продолжал так себя вести до тех пор, пока не признал свое полное поражение перед алкоголем. The man who gave me what so far is my last beginner's chip was a man who'd made coffee with Bill Wilson in New York, where he'd gotten sober, and he'd watched all my hijinks as I went around. And as he gave me the token, he said, if this one doesn't work, the next one we'll put in a suppository. И человек, который мне дал последний жетон, который возвещал о том, что я трезв уже более 6 лет, этот человек, который с Биллом Уилсоном начинал свою работу, и он на нашей группе нес служение, он готовил кофе. И человек сказал мне, этот человек сказал мне примерно следующее, что это твой последний жетон. Ну вот смотри, у тебя либо этот жетон я тебе даю, да, либо следующий жетон, который я тебе дам, я его тебе в гроб положу, короче говоря, ну и все. Thank you. Olga, I want to welcome you to Alcoholics Anonymous. If you don't hear what you need to hear today, please come back because there's going to be a wide variety of experience available to you, and they won't be all old men. So. И добро пожаловать в анонимные алкоголики. Хотел бы вот это вначале сказать. Я просто также хотел поделиться, что здесь вы получите всевозможнейший опыт, который вам будут дарить различные люди, не обязательно старшего поколения. Они все абсолютно разные. И вот я в течение 6 лет также имел возможность получать этот опыт, ну, до тех пор, пока не сдался. Yes. So, I'm going to talk a bit about my alcoholic drinking experience, but I want to focus on what we call here the second surrender. Я в настоящий момент, конечно, поговорю о том, как я употреблял, но основную часть своей беседы с вами я бы хотел посвятить тому феномену, который мы называем второе поражение, то есть полная сдача во второй раз. In the early years, my drinking was fun, and it seemed like, oh, okay, that was just crazy stuff kids did. I started drinking when I was 11. Not every day, but that was my first experience, and I built on that through my teenage years. Мой первый опыт употребления начался в 11 лет, и когда в ранние годы я стал употреблять, я так просто для себя решил, ну, это прикольно, да, так, я то есть сейчас себя так рассматриваю. После этого говорю, что, ну, какие-то сумасшедшие детишки поквасили и разбежались, вот. Но этот опыт я с собой стал нести до того момента, как я стал подростком, и вот в подростковом возрасте со мной стали происходить метаморфозы.
So it was mostly all fun in the beginning, or so I thought. I found out later that the people who loved me and close to me didn't have nearly as much fun with it as I thought they should. И когда мы употребляли с моими близкими людьми, с моими товарищами, я, честно говоря, думал, что они веселятся так же, как и я, но я был несколько далек от этой мысли, да, что они получают не то удовольствие, что получаю я от употребления. Yes. I went to university, and I managed to drink my way out of school there. И я поступил в университет и, короче, умудрился добухаться до исключения из университета. My old classmates still like to remember I had obviously a hard time early morning, so I would just arrange to pass out the night before under bushes in front of the classroom for the next day's class. And so my classmates would start their morning watching me crawl out from under the bushes and stumble into class. И мои одноклассники, они всегда любят вспоминать эту историю, когда все собирались в аудитории, я, соответственно, под утро приходил, прятался в кустах, потом стал в окно залезать в класс, чтобы препод меня каким-то образом не засек. Вот. И они постоянно это мне припоминают и помнят очень яркий мой образ, когда я сижу в кустах, в дребодан пьяный, и вот по стенке лезу вверх к окошку. So I left. I was invited to leave university, and at that time, the Vietnam War was going on here, and I was inducted into the Army and eventually sent to the jungles of Vietnam. И в тот момент, когда меня пригласили для разговора о том, что и сообщили мне о том, что ты отчислен из университета, в США был период как раз войны во Вьетнаме, и после того, как я был отчислен, меня забрали в армию и в скором времени отправили в джунгли Вьетнама воевать. Yeah. So this is what that looked like. I don't know if it's it may not be visible there. Okay. Well, in any event, I thought I didn't see it as a consequence of my drinking. I saw it, well, it's just a young guy having an adventure, and I got to shoot guns and make things blow up, and it seemed quite exciting for a period of time. И, ну, вот я хотел показать фотографию, где я была, она, к сожалению, не видна, размыта. Ну, я относился к этому каким образом? Ну, очередного молодого парня отправили на поиски приключений, и мне просто было прикольно бегать по джунглям с автоматом, взрывать всякое. И я думал, что это просто классно в тот момент во Вьетнаме, в джунглях. I got a reality check on that when I got shot in the neck and nearly died from that experience. И реальность меня достаточно громко шлепнула и больно шлепнула о землю, когда меня подстрелили вот сюда вот в шею. И тогда я стал понимать, что это не самый лучший опыт в моей жизни. So I survived the experience, came back to the United States, and began a business career. И после всего этого я вернулся обратно в Штаты и начал заниматься бизнесом. And I was, for whatever reason, pretty good at it for a period of time. But much like Bill Wilson, eventually my alcoholism started to catch up with me. И мои занятия бизнесом, они были достаточно успешны в какой-то период времени. Я себя сравниваю с Биллом Уилсоном. Он также в определенный период времени показывал определенные успехи. Прям у него все очень в карьере получалось. А потом алкоголизм меня догнал. И, короче говоря, жизнь мне стал несколько портить. So what had been fun with expensive cars, big houses, and lots of parties, all of a sudden tailed off, and
I was fired from that position, and the downward spiral had begun. И результатом всего этого, ну, а всего этого, это же было достаточно прикольно, когда у тебя дорогие машины, большие дома, куча вечеринок, ты богатый и знаменитый, в какой-то момент тебя просто увольняют с твоей занимаемой должности, и ты начинаешь медленно, но верно катиться на дно. И вот эта ситуация, она меня в определенной мере вдохновила, что ли, на что-то. So I ended up doing what I was not raised to do. I was not living with a woman, I was living off a woman. She had a job, I didn't, and I stole money from her to support my drinking. И вот эта ситуация привела меня к тому, что я, живя с женщиной, я как бы жил не с женщиной, а жил за счет женщины. Я воровал у нее из кошелька деньги для того, чтобы купить себе алкоголь, и выпивал его. So after let's say really kind of enough about that part of things, what happened then was I was so defeated that I decided that I was going to try to get sober once again. And I went to a veterans hospital, and they put me through another program. And the difference this time was that I was completely defeated, or so I thought, and willing to listen. И ситуация, в которой я оказался, вот как раз я говорил про вдохновение, я почувствовал себя настолько убитым, настолько побежденным алкоголем, что я решил, собственно, с этим делом завязать и пришел на порог госпиталя. И они мне предложили пройти программу. А какая программа, я сейчас расскажу. And what occurred to me in there, the revelation I had was that I always thought that if I could get sober, I could handle it from there, that I didn't really need all this Alcoholics Anonymous stuff. That once the habit had been broken in me through a detox, I could handle it from there. И откровение, которое ко мне пришло в больнице после программы детоксикации, это то, что мне не нужны анонимные алкоголики. Я могу справиться с этим самостоятельно. Мне они просто не нужны. Я сильный волевой мужик, я сделаю все сам. Yeah, so I decided what I'd never done before was really become a member of Alcoholics Anonymous in 100% kind of way. And so when I got out of the hospital and went back home, eventually, I started to put all of my energy into Alcoholics Anonymous. И в очередной раз, когда я оказался в больнице, я в итоге постепенно стал приходить к тому, что без анонимных алкоголиков мне просто не выжить. И что-то переключилось у меня в голове, и я стал жить этой программой, жить анонимными алкоголиками. Yeah, and it worked. It worked. I was going to 11 meetings a week. I would take any service position that was available to me. And I even started my own meeting because I was sure the other meetings didn't do it quite correctly. И это сработало. Черт возьми, это сработало. Я ходил на 11 групп анонимных алкоголиков в неделю. Я брал все возможные служения, которые можно было взять. Я также еще открыл свою живую группу, потому что считал, что те группы что-то проводят неправильно, и мне нужно было выстроить процесс так, как я считал необходимым для себя. Yeah, so and my dreams came true. Within 5 years, I had a new career. I was married to a beautiful woman, and we were living in a lovely house on a cul-de-sac. Every dream that I'd had, it seemed to have been fulfilled. And yet, my secret 5 years away from alcohol was that I was more hopeless, more desperate,
and more suicidal than I'd ever been on the worst day of drinking. И все мои мечты, они свершились, да, в течение 5 лет, как я стал ходить к анонимным алкоголикам. Через 5 лет у меня началась новая карьера. Я женился на красивейшей женщине. У меня был свой дом в Колдстоке. Но самый интересный момент, что я стал себя чувствовать безнадежным, еще более безнадежно. Я хотел совершить самоубийство. Я чувствовал себя подавленным. И это случилось через 5 лет после анонимных алкоголиков. Такого со мной не случалось до прихода в анонимные алкоголики. Yeah, and I liked AA. I enjoyed my friends there, and that wasn't the problem. But I was sure that there was something else deeply wrong with me because I was so unhappy. And consequently, I made that wife unhappy and everything going along with it because I was so tied up in self. И проблема-то не в анонимных алкоголиках. Алкоголиках. Мне же все нравилось. Мне нравились друзья, мне нравился стиль общения. Я понял, что я счастлив, и я сделал счастливой ту женщину, с которой я стал жить. И ну, что-то вот было во мне не так. А что не так было, то я что-то внутри себя зажал, так сильно зажал. И вот это вот неправильность в самом мне, собственно, привела меня к этому состоянию. Yeah, my wife would say things to me like, could you have one of those conversations, intimate conversations that I hear you having on the phone with the menu sponsor? Could we talk like that sometime? И произошло то, что она услышала, моя супруга, что я разговариваю со спонсором о всех своих проблемах, о вопросах. И она ко мне подошла и спросила следующее: а мы с тобой также откровенно сможем как-нибудь поговорить, хотя бы изредка? So this for me was a turning point. And it turned out that what I did in Alcoholics Anonymous was very similar to what I'd done in university. I'd signed up for my classes, I paid my tuition, I bought my books, but I put my books in the closet and I started partying. И что со мной произошло в анонимных алкоголиках, был такой поворотный момент. То, что произошло со мной в анонимных алкоголиках, то же самое произошло со мной в университете. Да, я стал выбирать дисциплины себе, набирал, я платил за учебу регулярно, но я покупал себе учебники, но я эти учебники просто положил на полку, числился в университетах и продолжал тусоваться и веселиться. Yeah. And I rarely went to class. And the same thing with AA. I had myself a big book and I quote all kinds of stuff in meetings, but I was never in class. I never really did the steps to have the spiritual transformation that would relieve what was wrong with me. И я понял, что со мной было не так. Я посещал занятия в университете, ну, по аналогии с анонимными алкоголиками. Я готовился к занятиям. Я даже на этих занятиях цитировал большую книжку. У меня же вот она, большая книжка, рядом со мной лежит. Но я не проходил по шагам таким образом, чтобы почувствовать духовную трансформацию внутри меня. И именно отсутствие этой духовной трансформации и привела меня в итоге к следующему состоянию, к следующему этапу. Yeah. And so further from a drink than I ever imagined, if you told me in the beginning I could be 5 years sober and I don't want to drink, but I want to die, and I've got to surrender all over again. И если бы мне кто-то сказал бы 5 лет тому назад, что я не буду пить, я буду трезвым абсолютно, но мне никто не сказал, что через 5 лет я буду чувствовать себя в состоянии, когда мне захочется просто умереть. Ну, тяжелая ситуация. So the man that saved me or started the salvation process was somebody I absolutely did not like. И
I'm so sorry. Э, yeah, thank you. И человек, который он стал мне помогать или скорее стал спасать меня, это был человек, которого я вот откровенно не любил. And so Gary was an old timer in this group I went to, and I went for no good purpose other than to prove he was a phony and a liar, and what he said that he did couldn't possibly be true. И этого человека звали Гарри, и я приходил на группы, чтобы специально доказать, что он лжец и просто профан какой-то, и все, что он делал, это было неправда. То есть моя цель была просто его так подкольнуть. Yeah. And Gary sponsored a man that some of you may be familiar with, a man by the name of Don Pritz. And through Gary, I met my big brother, Don Pritz, and that's he changed my life because he presented the program to me from an entirely different angle than I'd been looking at it before. И этот человек, Гарри, он познакомил меня с другой личностью, очень известной, может быть, даже вы его знаете, его зовут Дон Приц. И Дон Приц, он представил мне эту программу таким образом, под таким углом, с которого я даже не мог себе представить, что так можно интерпретировать эту программу. And so Don taught me that the most important tool that we have is, there are many important tools, but the most important one is love. Because until I understand that you care about me, I'm not going to truly listen to the transformative things you're trying to tell me. И он мне сказал и показал один интересный инструмент. Ну, тут много есть, конечно, различных инструментов в программе, но основной инструмент — это, конечно, любовь. И если вы любовь не используете, то вам, скорее всего, все равно. А вот если вам все равно, то программа работать не будет, она не приведет определенные изменения внутри вас. And before he would tell me anything that I wasn't going to hear, he would frequently put an arm around me and say, "You know, I love you, don't you, Mike?" And knowing that I love you, if there was any way I could tell you how to have a successful sick relationship, I'd do it, but there isn't, so I can't. И в какой-то момент он ко мне подошел и положил руку ко мне на плечо, обнял меня и сказал: ты знаешь, Майк, я тебя люблю. И понимаешь, в чем дело? Даже если ты меня не любишь, то все равно я так к тебе отношусь с большой любовью и уважением. Поэтому тебе нужно также к другим людям раскрыть себя и полюбить их. Иначе ничего работать не будет. So because I knew he loved me, I was willing to do things that I hadn't been willing to do before. Things that I talked about doing, but never actually did. And so I went through the transformative process of the steps of Alcoholics Anonymous as they're laid out in the big book for the first time. And my life was revolutionary. И в этот момент, когда он мне сказал о любви, соответственно, я стал делать такие вещи, которые я не делал до этого. То есть я стал проходить программу 12 шагов анонимных алкоголиков совершенно под иным углом. И для меня это было, во-первых, откровением, а во-вторых, просто революция, потому что моя жизнь изменилась. See, I thought I was going to write an inventory so I could see what my inner workings and problems were, so I could fix them, and it was my job to fix them.
И особенность бы была такая, что если раньше я говорил об этих вещах, то сейчас мне приходилось все эти вещи делать самостоятельно. И, например, инвентаризация, ну, видимо, речь идет о четвертом шаге, и у меня была возможность изменить, поправить отношения, поправить те обиды, которые мне нанесли или которые я нанес. И я это сделал. And it's quite often the case, I was completely wrong. The purpose of me writing those inventories was to understand that no matter how hard and how much I wanted to change, that I didn't have the ability to change myself, that I had to truly make a surrender. И основная цель, как бы, в соответствии, ну, почему я писал все эти разные инвентаризации, заключалась не в том, чтобы исправить ситуацию с этими людьми или поменять отношения, а поменять самого себя. Вот когда я поменяю самого себя, тогда я поменяю и окружающих. So Don was fond of pointing out that the third step prayer that we hear so much is a prayer of intention. I hope I'm going to make this decision, but nothing's really happened. I write an inventory and I get taken to our seventh step prayer, which is a prayer of real surrender. И тут он мне объяснил все следующим образом, что вот когда ты подходишь к третьему шагу и читаешь молитву третьего шага, то это молитва намерений. Ты же заключаешь контракт с Богом, соответственно, ты намереваешься делать что-то. Но основной процесс сдачи вот этой вот просто признания полного поражения перед алкоголем наступает в седьмом шаге. That prayer is where I go all in. My Creator, I'm now willing that you should have all of me, the good and the bad. See, I'm giving up. I'm not even going to judge what's good Mike and what's bad Mike. You get all of me, the good and the bad. I pray that you now remove from me every single defect of character, not that makes me uncomfortable or causes me a problem, but all of them. And so on. And so I have quit playing God. И именно в седьмом шаге я попросил Господа: забери меня полностью, избавь меня от всех моих недостатков. То есть в настоящий момент в тот момент я даже не мог судить, кто такой хороший Майк, кто такой плохой Майк, потому что у меня все в голове смешалось. Я отдал полностью себя Господу. И что самое важное, я перестал играть роль Господа, надевать на себя его плащ. So in the process of this, I'll share with you, I got a first step that I could really keep and really made me understand powerlessness as the result of writing a piece of conduct inventory. И я вам сейчас покажу шаг, где я полностью признал свое бессилие. Вот шаг, где я провел инвентаризацию и понял, что я абсолютно бессилен. Yeah. So I'll share it with you here. Поделюсь с вами сейчас. This was my college sweetheart, the woman that I wanted to marry. I'd enjoyed her mother, her father, her brothers, everybody. And this is what I did to the woman I loved the most. И сейчас я поделюсь с вами своей историей с инвентаризацией своей любимой женщины, с которой я хотел в свое время связать себя узами брака. Я в инвентаризацию поместил и ее родителей, и ее братьев, в общем, всю ее родню. Вот смотрите, что я с ней сделал. This was Ellen. Where was I selfish? I wanted to enjoy sex with her regardless of the consequences. I was dishonest. I told her, don't worry that I'd always be there for her no matter what. I dishonestly refused to consider my ability and willingness to keep that promise. И что я с ней сделал, собственно? Он зачитывает письмо, что я бесчестно с ней поступил, я бесчестно совершенно давал ей обещания, которые не мог выполнить. Я скрывал от нее и определенные проблемы, которые у нас с ней возникали в интимном плане. То есть я с ней был бесчестен. I was inconsiderate.
I gave little consideration of the consequences of my behavior to her, her family, her faith, her reputation, and her career. И я отказывался принимать во внимание те последствия моих действий, которые бы негативно влияли на ее дальнейшую карьеру, на ее отношения с другими людьми, на ее отношения по работе и так далее. Yes. I aroused jealousy. I told her if she didn't have sex with me, that I'd get it elsewhere. I paid undue attention to other women in her presence and let her know how attractive I found them. И более того, я ей постоянно говорил, что если у меня с тобой секса не будет, то я найду его на стороне. В присутствии ее я заигрывал с другими женщинами, самоутверждаясь и понимая, что я все-таки, черт возьми, привлекателен. Но это все было в присутствии ее, в ее присутствии. Yes. Yes. What a way to treat a woman you love. Это как раз тот самый из прекрасных способов, чтобы обращаться с любимыми женщинами, да. I aroused suspicion. I often spent time alone with other women, and one bad Friday, she found me at Holly's apartment. И я вызывал в ней различного рода подозрения, то есть я оставался с другими женщинами наедине, и в один момент она застала меня в квартире у другой подруги, у одной из моих подруг. I'm a talker, so I eventually wore her down and got my way. So I aroused bitterness. She became pregnant, and I told her I doubted it was my child. I told her mother I'm too young to get married and didn't want to marry her anyway. And she went to live with a brother in California to have our baby. И в конце концов я был хорошим переговорщиком и уговорил ее остаться, что все было в порядке, и в итоге она от меня забеременела. Но я сказал, что это не мой ребенок, потому что я слишком молод для того, чтобы иметь детей и становиться отцом. И она уехала к своему брату в Калифорнию, и там с ним осталась для того, чтобы родить ребенка и, соответственно, продолжать его воспитывать. While she was there having the baby, I made drunken calls to harangue her. And these were the days before email, Facebook, and all that sort of thing. So I could tell the story back in our hometown that she deserted me. И так как это все произошло в период, когда еще не было ни ноутбуков, ни интернетов, ни ютубов, ни фейсбуков, то я время от времени звонил пьяный к ней, рассказывал различные истории, спрашивал ее о чем-то, ругался с ней. Ну, в любом случае, я в своем городке эту историю представлял как то, что она меня кинула, а не я ее. Yeah. So who did I harm? The baby, Ellen, her family, my family, our friends. И я понял, что я совершил ущерб, донес ущерб и ее семье, и ее друзьям, и родителям. So now we come to the golden part here for me. What should I have done instead? And Fritz looked at me and he said, well, almost anything would be an improvement. И вот сейчас перейдем вот такой, знаете, к вишенке на торт, для меня лично. И когда я это писал, я задумывался о том, как исправить всю эту ситуацию. Или вообще можно ли ее исправить было. But out of this mess, I got the beginnings of a future ideal for my future sex and relationship conduct that has morphed and graduated to this day. И более того, я расписал, у меня появились первые мысли о том, как мне следует проводить свою сексуальную инвентаризацию, ну, как бы вот исходя из того, что я сейчас рассказал, я медленно подхожу к этой истории. I should have treated sex as the sacred gift that it is.
I shouldn't have engaged in behavior I wasn't willing to be responsible. Мне не нужно рассматривать секс как некий дар свыше. Я должен это рассматривать как акт ответственности. I should have honestly faced the consequences of my actions. I should have been honest with myself and others. My harms were all rooted in dishonesty, particularly about how afraid I was. И мне нужно мне нужно всегда оценивать последствия через свои действия, то, что я делаю. Мне нужно всегда быть честным самим с собой, и более того, мне нужно быть честным с другими людьми. And then the next line was a little spiritual awakening for me. А вот следующий... I'm so sorry. Okay. Don explained to me that anytime any alcoholic understands any part of the truth, the spiritual awakening has occurred. А вот до следующей строчки я написал фразу, ну, так как бы закинул удочку на духовное пробуждение. Ну, наверное, вряд ли кто-нибудь, кроме алкоголиков, поймет эту реплику и как она меня привела к духовному пробуждению. And that awakening was self-reliance will always produce fear and pain. И эта строчка звучала таким образом: эгоизм всегда приведет к страху и боли. And the overall awakening was that simply if I love you, I'm going to hurt you, and there isn't a damn thing I can do about it. И мое духовное пробуждение сводилось к следующему, что если я тебя люблю, я тебя, ну, я могу ударить, я могу нанести тебе ущерб. И это максимум, что я могу для тебя сделать. And not being able to not hurt the people you love is just about as powerless as life gets. И донести ущерб этим людям — это как раз и есть вот это отсутствие любых усилий, абсолютная беспомощность, абсолютное бессилие, ну, как раз в том самом проявлении, в каком жизнь она может предстать. I'd first done it when I was drinking, and I certainly understand that my drinking behavior and so forth was harmful. But now I was having an unhappy wife and all that with no drinking going on, no cheating going on, nothing. But I wasn't able to make another woman I loved happy either. И в том случае, если я выпивал и был пьяный и доносил ущерб этим людям, ну, это была одна история. А сейчас-то я был трезвый уже как 5 лет, и я все равно продолжал это делать. Я также продолжал наносить ущерб, и я не мог сделать ту женщину, которую любил, счастливой. Ни ту, ни другую. И вот в этом был вопрос. So with this background, I came to a place where I was now willing to see my amends and my harms in an entirely different way, and was willing to do whatever was necessary to set these things right. И я вот пришел в то место, где я смог и провести инвентаризацию, и сделать, и возместить ущерб, который я донес. И те люди, с которыми я общался, они помогли мне как раз сделать возмещение ущерба правильным образом. In my sponsorship and other things today, I frequently encounter men that are years sober. И в настоящий момент, я когда спонсорю людей, то я встречаюсь с людьми, которые годами трезвы. Who are who are lost and believing, starting to believe that life has no purpose for them, and some of them actually
have attempted suicide, and it's my job to get out and rescue them and show them that there is an answer for them here, И and perhaps if they will take it. И встречаясь с людьми, которые трезвы, они сталкиваются с такой же ситуацией. Они появляются мысли о том, что их жизнь бессмысленна, бесцельна. У них появляются мысли о совершении самоубийства. И моя задача как спонсора — спасти их, объяснить, что не так все плохо на самом деле. И, может быть, им есть смысл подумать и переосмыслить эти события и мысли. If I look, I can find hopelessness and desperation often in the face of somebody who's 20, 30 years away from the drink. Я прошу прощения. И я могу отыскать вот это и отчаяние, и потерю смысла жизни в тех людях, которые уже 20-30 лет как трезвые. Yes. So I got about making my amends with a whole different attitude than I had before. My prior attitude was, I just need to fix these things up so I can be comfortable with them. Now I have to have a real look at the damage I did and what can possibly be done to heal these things. И в том случае, если раньше я считал, что мне нужно исправить вот этот ущерб, который я нанес, и все будет в порядке, то сейчас я понимаю, что не в исправлении дела. Мне нужно возмещать ущерб. И вот как только я начну его возмещать правильным образом, то и вещи будут изменяться, и мысли. There's so much to talk about here that when we're doing a retreat weekend, we'll take a couple hours over this, but we don't have that today. So I'm going to focus in on one or two examples that may be helpful. И, ну, естественно, можно говорить о возмещении ущерба часами. Я думаю, что часа два нам нужно для того, чтобы я так смог прояснить все эти моменты по поводу инвентаризации возмещения ущербов. Но я бы хотел сфокусировать свое внимание на определенных вещах, которые вполне возможно окажутся полезными для вас и помогут. Yes. And so in the course of my drinking, I got in a relationship for 5 years with a very nice woman, and she had 2 small children when I got there. И в период моего употребления я сошелся с одной женщиной, с которой я пробыл вместе 5 лет. И когда я туда пришел, у нее уже было 2 маленьких детей. Yes, their names were Summer and Erica, and they were 2 years old and 4 years old at the time I arrived. И в тот момент, когда я пришел, этих детишек звали Самар и Эрика. Одна была 4 годика, а другая была 2 годика. 2. And they'd been deserted by a drunken father who he was violent. You know, he was your characteristic alcoholic. He was throwing things and breaking things and not taking care of the family. And I showed up and I had a fancy car and a bottle of Bordeaux under my arm and a gram of cocaine in my pocket and a cashmere jacket on. I was totally different than Dad. И у них был отец такой очень буйный алкоголик, то есть он был достаточно жестоким, он их избивал, и кидался вещами, и творил черт что. А тут появляюсь я такой, в общем, с бутылкой бордо под карманом, на кармане, в таком дорогом автомобиле, с пакетом, с граммом кокаина в кашемировом пальто и шляпке. В общем, был совершенно другой человек по сравнению с их отцом. So while I wasn't violent, I certainly exposed those children and their mothers to my alcoholism, and that certainly required an amend. So their mother Jan was one of the first people on my amends list.
И, естественно, что я не был такой жестоким, но таким жестоким, как предыдущий отец. Но все же они также попали под влияние моего алкоголизма. И эти люди оказались одними из первых в моем списке возмещения ущерба. Yeah. So I approached Jan and did what I was taught to do, which was I always begin never by saying I'm sorry, but saying I was wrong. И когда я подошел к Джейн и начал с ней разговаривать, то стал говорить вот этими заученными фразами, как мне объяснили, что не надо говорить «я перед тобой хочу извиниться». Я сказал, я был неправ. So I said, Jan, I was wrong. And then I gave her a few examples. And И, I'm sorry. I'm so sorry. И я сказал, что Джейн, я был неправ и привел для убедительности два примера. and then I said, because I'm so selfish and self-centered, I know most of what I did to you, but I don't know how it affected you. If you're willing, please tell me about that and tell me anything I can do to set that right. И сказал я ей, ну, я был неправ, так как был эгоистом, эгоцентриком и никогда не думал о том, как мое поведение может повлиять на тебя. Если ты мне расскажешь о моих злоключениях, может быть, я каким-то образом смогу исправить, возместить этот ущерб, который я тебе нанес. And she made a couple of comments and she said, and you know, I can tell you're a really good father these days. I see you with your stepson and he clearly loves you and he's not afraid of you. And I'm great. И она сказала после ряда ремарок, она мне сказала, что, слушай, я вообще в тебе, вот сейчас на тебя смотрю и вижу, что ты очень хороший отец. Я вижу, что твой приемный сын тебя очень любит, и ты классный папа. Она пошлепала меня так по плечу и говорит, круто, классно. Yes. That didn't last long because the next thing she said, and that really pisses me off because my girls deserve that from you and you didn't give it to them. You ripped them off. И в следующий же момент она сказала, именно вот это, то, что ты классный отец, меня страшно раздражает, потому что ты должен быть отцом для моих девочек, а ты просто разбил их сердца. We talked some more and I said, well, she and I came to terms and I said, clearly I've harmed the girls. What can I do to set that right? И мы уже дальше, когда стали общаться, мы пришли к тому, что я у нее спросил, ну вот я обидел девчонок, нанес их ущерб, что мне нужно сделать, чтобы это исправить? So after talking for a while, she said, well, if you want to, you could write them a letter and they can decide if they want to have anything to do with you. That'll be up to them. И после недолгого размышления она ответила мне, говорит, слушай, ну ты можешь им написать письмо, отправить им, а дальше они самостоятельно будут решать, что с тобой делать. And the girls were teenagers by this time. And we've since found out through experience that rather than just surprising children with amends, giving them something in writing and letting them have a chance to process that is a good way to go forward. И как опыт показывает, это то, что если ребенок находится в переходном возрасте, подросток, и в подростковом возрасте лучше, конечно, детей не шокировать различными появлениями неожиданными, а передать им некое написанное письмо и дать им возможность самостоятельно обработать его в голове, чтобы они смогли дальше предположить определенную модель поведения и список действий, которые им необходимо будет совершить. So here's the letter that I wrote to the two girls here. И вот я сейчас письмецо это зачитаю, которое я двум девчонкам написал.
Yes. Dear Summer, I'm writing to do what I can to set right the harm that I did to you during the years that I was in relationship with your mom. Дорогая Саммер, я пишу тебе это письмо, чтобы объяснить, какой ущерб нанес, возможно, я тебе в момент твоих, в момент того, когда я был вот в отношениях с твоей мамой. I've chosen to type this rather than phone for two reasons. First, my handwriting's hard to read, and second, because I want you to have something tangible that you can look at later when life may be treating you rough. Я решил напечатать это письмо, решил напечатать это письмо вместо того, чтобы написать или позвонить по двум причинам. Во-первых, потому что я пишу как курица лапой, и ты вряд ли сможешь разобрать мой почерк. А во-вторых, это то, чтобы у тебя осталось что-то осязаемое, и ты смогла бы прочитать это письмо чуть попозже, когда в твоей жизни начнут происходить определенные события. To tell the truth, I'm tempted to let things stay the way they are because your mom tells me that you have some good memories of the time we spent together. Part of me says, why mess with that? И другая причина, почему я тебе пишу, заключается в том, что еще одна причина, по которой я тебе пишу, заключается в том, что твоя мама и я, у нас есть совместные положительные воспоминания о том периоде, когда мы были вместе. Вот. The best answer I have is that I love you, and I'm certain deep in my heart, whether you know it yet or not, I've done you harm. И с учетом того, что у нас эти воспоминания с мамой были, я также помню, что, возможно, я нанес тебе ущерб и разбил твое сердце. Я бы хотел каким-то образом его возместить. Yes, I'm sure that you are aware during those years together, we were together, I was an active alcoholic. Let me be very clear that this in no way whatsoever relieves me of responsibility for my actions. Я хотел бы также тебе напомнить, что в период тех лет, когда мы были вместе с твоей мамой, я был пьющим, активным алкоголиком, сильно пьющим человеком, и я ни в коем случае не умаляю свою ответственность за свои действия, но хочу, чтобы это ты себе очень четко уяснила. Yes. I used alcohol and drugs because they were the only things that I knew that could give me relief from the constant fear I felt. Я употреблял алкоголь и наркотики как единственное средство спасения от того страха, который я постоянно испытывал. I was drawn to you and the family because I desperately wanted to love and be loved. But I was also scared to death at the prospect of being responsible. Я использовал эти средства, употреблял и пил, находясь в семье среди тех людей, которые мне были близки. И это не снимает с меня, безусловно, никакой ответственности. Emotionally, I felt like I had one foot on the gas and the other on the brake. I'm sure that it was hard to figure out what was real. И с одной стороны, я постоянно находился в состоянии как бы при смерти, а с другой стороны, я находился вот здесь, в неких иллюзиях, и так как я был в нетрезвом состоянии, я не мог понять, что реальность, а что нет. Is the real Mike the one who wants to love me or the one who pushes me away? I was. И вот это состояние, о котором я писал, в реальности я или нет. То есть, с одной стороны, был реальный Майк, который хотел тебя любить и хотел быть к тебе ближе, а был другой Майк, который постоянно хотел тебя бросить. И я до сих пор не разобрался, какой был я в тот самый момент. You were a wonderful, lovable child and had every right to expect consistent love, emotional support, and parenting from me. Я думаю, что ты я думаю, что ты тот самый ребенок, которая, безусловно, нуждалась в постоянной любви, контроле, заботе с моей стороны.
what you got was fear, chaos, confusion, and abandonment. А то, что ты получила, это страх, смятение и отсутствие поддержки. I want you to know that I didn't fail to give you those things because you were unlovable or undeserving, but because I was a sick and frightened man incapable of giving. И я тебе не дал этого не потому, что ты не заслуживал этой любви, а просто я был человеком, который был не способен дать тебе это. If you feel emotionally ripped off, it's because you were. Если ты чувствуешь себя эмоционально разбитой, то это на самом деле так и есть. If you feel abandoned, you're not crazy, you were. Если ты чувствуешь себя покинутой, это не потому, что ты сумасшедший, а потому что так оно и есть. I know at some deep emotional level, it's hard not to feel that if you were really worthy and valuable, that these things wouldn't have happened. И я хочу, чтобы ты знала, что я бы очень не хотел, чтобы эти снова вещи повторились. Please believe me, this just isn't so. You are worthy and deserving of love, both then and now. I failed you. И запомни раз и навсегда, что ты всегда заслуживаешь большего уважения и любви. Это я тебя подвел. Summer, I hope you'll accept my heartfelt regret for these and the other unlisted harms I've done you. Should you ever want to talk about any of this, please give me a call. If I can ever be of any help to you as a friend, I'd be honored. И если ты чувствуешь себя покинутой и разбитой, просто и в любом случае ты каким-то образом сможешь принять мои извинения и за тот ущерб, который я тебе донес, и каким-то образом ты можешь эмоционально откликнуться на это письмо, пожалуйста, мне позвони как друг, я смогу быть каким-то образом тебе полезен, смогу тебе помочь. Yeah. And then finally, I said, I'm also sending a similar letter to your sister Erica, since I've also harmed her. И я также в конце написал, что я подобное письмо направлю твоей сестре Эрике, ну, так как я также нанес ей ущерб. Yeah. And there was no immediate response to this letter. And it turns out one of the things you'll notice there is I say several times, you weren't crazy, I was. The fact is, when children are confronted with the people that are supposed to take care of them and make themselves, if they're crazy, they would rather believe that they're crazy than the adults are crazy. And so that happens. Emphasizing the fact that they're not crazy is vitally important. И вот здесь такой есть момент. Естественно, я моментального ответа на письмо свое не получил, но если вы слушали меня внимательно, то я несколько раз упомянул о том, что ты не сумасшедшая, что у тебя нет проблем с мышлением. Почему я это сделал? Дело в том, что если дети, которые находятся с родителями, не получают должного ответа от родителей или от родителей получают критику, то дети начинают думать про себя, что у них что-то не так с головой, что они становятся сумасшедшими. И вот упомянуть это в письме было крайне необходимым, чтобы избавиться от этого ощущения, что не она сумасшедшая, это я тот самый человек, который не смог дать ей эту любовь и эти чувства, которые она заслуживала. I should also say my sponsor was great help to me in writing this. I would write a draft and he'd go, no, 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 no. And I would rewrite it and try and get a little more of the selfishness out of that. Я здесь очень благодарен спонсору, который помог мне написать это письмо, потому что если бы я бы писал письмо, то и показал бы ему свой текст спонсору, он бы все перечеркал и написал бы нет, 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 нет. Здесь ты был эгоистичен, здесь ты был самонадеян, здесь ты был эгоцентричен, поэтому, друже, бери все, переписывай. Yeah. So
I got invited to go to Summer's high school graduation, and there was a nice family party after that, and that was a lot of fun. И после этого в итоге меня пригласили на выпускной Summer, а после выпускного у нас был прекрасный семейный праздник, и было просто весело. And a few months later, then in the early fall, we got word back from Arizona that her dad had died an alcoholic death, drunk in a halfway house in Phoenix, Arizona. А после этого, там, через пару месяцев, мы получили письмо из Аризоны, что ее отец, настоящий биологический, умер от алкоголя. Он возвращался, был на полпути домой и кончался там же, в Фениксе, Аризона. Yeah. And then shortly thereafter, I got the phone call from her, and she said, "Mike, this is Summer." And I said, "Yes." And she said, "You heard about my dad dying?" And I said, "Yes, Summer, I have." И потом через короткий период времени она мне позвонила и говорит: "Майк, привет, это Саммер". Я такой типа: "Ну, привет, как дела?" Она говорит: "Ну, ты слышал, наверное, отец у меня умер". Я отвечаю: "Ну да, было такое, слышал". Yeah. She said, "Do you remember the letter you wrote me?" And I said, "Of course I do." И она спросила меня: "Слушай, ты помнишь вот про письмо, которое ты мне написал?" Я говорю: "Ну, конечно, помню". She said, "That was the letter that I always hoped I was going to get from my dad someday. But И since he'll never be able to send it, I think God had you send it for him." она мне такая говорит, что: "Ты знаешь, вообще вот это письмо я хотела бы получить от своего настоящего отца, а он мне никогда его не присылал. И у меня такое ощущение, что ты выполнил роль Бога, и вот просто Бог направил тебя написать мне это письмо". So it turns out, while I had no idea how wide the circle of the harms I did was, it works the same way with our healing. When we have healing takes place, that circle spreads wide as well. И я никогда не отдавал себе отчета в том, насколько широк вот этот круг ущерба, который я доносил, и сколько действий необходимо было предпринять для того, чтобы не только возмещать ущерб, а он употребляет такое слово, как вылечить людей, вылечить ущерб. Это тоже требует определенных усилий. So don't have time to tell the entire story, but that child that I was responsible for all those years before eventually popped up through the miracle of ancestry.com and reached out and contacted me and said, "I believe I may be your daughter." И тут пора раскрыть все карты. Этот ребенок, о котором я говорил в самом начале, от мамы, которую я выгнал, он через веб-сайт ancestry.com вышел на меня, написал мне и сказал: "Вполне возможно, что я твоя дочь. Привет". And that's been a wonderful thing. 2 weeks ago, I've made any number of trips to California to see her and her husband and their daughter, my granddaughter, and it's been a wonderful relationship. И тут 2 недели назад я закончил свои путешествия по Калифорнии, я к ним ездил, я посмотрел на нее, на ее супруга, познакомился со своей внучкой. Это какие-то просто очаровательные, великолепные отношения совершенно. And after the first visit, we were wrapping up. Joey, my daughter, says to me, "The only regret I have, Mike, is that it took us 47 years to get together." And I said, "Joey,
it took God about 47 years to make me worth getting together with. И когда я с ней встретился, она мне сказала, говорит, слушай, Майк, вообще очень жалко, что мне потребовалось 47 лет для того, чтобы тебя узнать. А я ей такой, мол, отвечаю, говорю, слушай, это, ты знаешь, не мне потребовалось, это Богу потребовалось 47 лет для того, чтобы ты поняла, с кем ты встречаешься, чтобы я оказался достойным этой встречи. And through this process, I got to make amends to her mother, my old college girlfriend, and lots of healing. When I talked to her mother to make amends, she says, "You're an AA, aren't you? I hear that AA lingo you're talking." И мне потребовалось также много времени для того, чтобы связаться с ее матерью, с моей подружкой с университета, колледжа. И когда я ей стал писать, и возмещать ее ущерб, она такая говорит, слушай, ты что, в анонимных алкашах, что ли? Ну, я прям слышу, что ты фразочками заученными вот этими говоришь, как у анонимных алкоголиков. И да, вообще. So she said, here's the part of the story you don't know. All of my brothers died of alcoholism. Those brothers I liked so much. And she says, my son is 9 years sober in Alcoholics Anonymous. And I sometimes go to Alcoholics Anonymous open meetings. And so I've heard the way you guys talk. So the world listens. И она продолжила. У меня, вот ты какую часть истории, говорит она, услышать ты хочешь? Ну вот смотри, все мои братья скончались от алкоголя. Остался только один, он уже 9 лет как трезвый, он приходит на собрание анонимных алкоголиков. Мой сын также приходит на собрание анонимных алкоголиков. И я также время от времени открытые собрания посещаю. Поэтому я знаю, какими вы фразочками говорите. Вот, я знаю, какие словечки вы используете. Вот. Okay. Well, thank you for letting me be here. I'll stop here so we don't run over your time, and I'm happy to answer any questions that I can. Thank you so much. Спасибо большое за то, что вы меня послушали. Я на этом моменте, пожалуй, что завершу и готов с большим удовольствием ответить на любые вопросы. Пожалуйста, спасибо вам огромное за внимание. Спасибо огромное, Майкл, от всего сердца. Thank you very much for your speech from the bottom of the heart. Я очень рада сегодня видеть тебя, потому что ты дедушка моего спонсора. I'm so glad to see you here with us tonight because you are the grandfather of my sponsor. Ребята, поставьте, пожалуйста, 3 единички, у кого появились вопросы. Guys, please put 111 into the chat if someone has questions. So we will check the questions by putting 111 in chat. If somebody will reply, we'll give the floor to them. Пока нет вопросов, тогда я задам, да? Меня зовут Вика, я алкоголичка. The first question goes from Извините, Вика. чат отключен. Чат отключен, да? Ребят, включите, пожалуйста, чат. Чат включен. Включен? Да, включили микрофоны, но отключили чат. Сейчас чат включен, и микрофоны включены. Окей, ну раз я уж начала задавать тогда вопрос, да, задам. Окей. Майк, скажи, пожалуйста, я делала такое возмещение ущерба своему пасынку. Like the question from Vika, she's an alcoholic. She's asking, I was making the amendments to my son-in-law. Ему исполнилось 14 лет. He is 14 years old now, 14. Есть, Русь, я говорю, есть какая-то конкретная рекомендация, которую ты можешь поведать. Я слышала, что детям до 12 лет не рекомендуется писать и возмещать какой-то там ущерб.
Is, Как ты на это смотришь? Свой is, опыт? is there any specific recommendations to write the amends for people who are 14 years old and younger? Because I've heard that people below 20 years old and younger, it is not recommended to get to involve them into this process at all. Do you have any specific recommendations, and what is your point of view on this? I assume we're talking about amends here. Is that correct? Yeah, мы говорим о возмещении ущерба. Так ведь? Yes, amends. Yeah. Well, the conversation is different by age. You talk to a 10-year-old differently than you talk to a 12-year-old, than you talk to a 15-year-old, than you talk to an 18-year-old. So if they've been living in a family where there's active alcoholism, they are well aware of what's going on. И вот здесь это зависит от разговора. Для того, чтобы разговаривать с 10-летним, 12, 15-летним, нужно иначе выстраивать разговоры. Взрослые люди, если ты находишься в активном употреблении, они понимают вообще, что происходит. One of the things that's crazy making is in a family where people get sober and the parents get sober, or one of them gets sober, and it's everything's okay. No, that never happened. That never happened. It's all okay. And I went to a very powerful talk about that, Gary's daughter, and it went like this. She says, I'm the world's oldest Alateen. My dad has been sober for 55 years. I haven't seen him take a drink in 50. And let me tell you how I was damaged and harmed by all of this. И когда родители перестают выпивать и обретают трезвость, неважно, один родитель, оба родителя, да, то они имеют свойство все забывать. Ну, как бы, произошло, ладно, мы забыли, мы проехали. А вот здесь я расскажу историю про Гарри и его дочь. Его дочь, безусловно, у Гарри опыт трезвости лет 50, а дочка его помнит в тот момент, когда он употреблял. И она говорит, да, мой отец не взял на свое 50-летие, не поднял ни одной рюмки, не взял в руки стакана, но я-то помню прекрасно, что было до того, как он брал, до того, как он обрел трезвость. So each child, you pay attention to them as individuals. And that's one of the things where it doesn't have to be that extensive a letter as I wrote there. But today, I have a sponsee who had a 15-year-old daughter and an 18-year-old son. And he wrote them both briefly and just said, look, you've been hurt by my alcoholism, and I want you to know that I'm available to talk to you about that when you are ready. И, конечно, такие письма, как я, например, написал, писать, ну, совершенно не обязательно, это зависит от каждого конкретного случая. Но вот у меня подспонсорный один, он написал, у него дочери 15 лет, и он ей написал подробное письмо, он сказал, что, говорит, ты понимаешь, в чем дело? Вот я тебя обидел, когда я был в употреблении, то есть мой алкоголизм тебя обидел. И давай мы об этом с тобой поговорим тогда, когда ты будешь готова к этому. Вот это очень важно. Yeah. And the son responded very quickly, and they sat down and had a conversation. And it's not usually just one conversation, but it started a series of conversations between father and son on this, and they got their resolution. And it was almost a year before the daughter responded. Ага. И вот отец стал говорить с сыном, и они как-то очень быстро нашли общий язык. Вначале они стали общаться и как бы постепенно пришли к какому-то общему разрешению, а вот от дочери он получил ответ только через 1 год.
So when the daughter responded, she really lit him up. She was mad. И когда ответила дочка, она действительно была на него просто зла. And it turns out she waited a year because she was afraid that if she told him how she really felt, that he'd get drunk again. И она просто испугалась того, что если она скажет все, что она о нем думает в тот момент, то он снова напьется. So of course he wasn't happy that the daughter was angry with him, but I was able to tell him, well, obviously she trusts the fact that you're of your sobriety now and that you aren't going to get drunk because she tells you the truth. That's the beginning of a real relationship. И он ей написал, что если я снова напьюсь, то то есть я снова не напьюсь, я тебе расскажу всю правду. И правда — это основа любых отношений. Yeah. And they all have a good relationship today, but it had to pretending that the anger wasn't there wasn't going to work in the long run. It's a matter of how do we constructively allow for the expression of the anger. И сейчас у них все прекрасно, и у них шикарные отношения, у них все очень здорово. И что не должно присутствовать в отношениях — это злоба. И любое проявление злобы, потому что злоба — это конец всему. Yeah. So with these cases, always I never make any amends without consulting with my sponsor at least. And before I approached these girls, I talked with their mother and got their mother's permission. So this isn't just a rash throwing out of apologies. Вот в том случае, о котором я рассказывал, то есть, во-первых, нужно все согласовывать со своим спонсором. Во-вторых, когда я писал письмо девочкам, я получил разрешение от их матери. То есть все должно проходить путем согласования с различными этапами, чтобы все было правильно. Yeah. That's probably enough for now on that. Ну, для начала тебе достаточно, я думаю. Да, спасибо. Thank you very much. Thank you. Следующий вопрос у нас от Наташи. Наташа, твои единички, добро пожаловать. Всем привет, меня зовут Наташа, я алкоголик. Hello, my name is Natasha. I am alcoholic. Thank you very much for your speech. Я тоже. Наташа, извини, пожалуйста, можешь попросить абзацами, чтобы я переводил? Да, Окей? да. Спасибо. Я очень давно тоже в программе, 20 лет выздоравливаю. I'm in the program for 20 years already. И когда я была там 1, 2, 3 года трезвости, когда я слушала таких крутых спикеров, там по 20-30 лет трезвости. And when I was 2-3 years sober with sobriety, and when I was listening to speakers, the old timers with a huge age of sobriety, Я всегда попадала в такую иллюзию, думаю, боже, вот это небожители, вот у них все круто, вот какие чудесные истории. I always had an illusion that these people, the old timers, are kind of people who are taking the heavens as accommodation. They're living on the heavens. And wow, they had just splendid stories. They're spreading the splendid experience. И мне это стоило много боли, самобичевания, и вот мне все время казалось, что как-то я недостаточно хорошо выздоравливаю. And it cost me a lot of pain and a lot of self-criticism. And I also always was thinking that I am actually healing in the wrong way. Причем эти люди часто говорили, что они раз в полгода, раз в год делают инвентаризацию. Я все время думала, господи, что же они там пишут? And I always was thinking that these people, and I'm always was told that these people once per year are doing their inventorization. And I was always thinking like, oh God, what these people are writing there. И до сих пор, вот 20 лет, я могу сказать, что я придерживаюсь духовных принципов, я стараюсь все делать по программе, у меня много спонсируемых, я спикерю и так далее.
And for 20 years, I'm following the program. I have speeches, I have sponsees, and so on and so forth. Но я до сих пор вижу, чувствую и знаю, что мне нужно продолжать все это делать регулярно, и у меня до сих пор есть духовные проблемы. And I still understand that I need to do all this on a regular basis. And I also feel my spiritual problems. И я все время думаю, Господи, когда же я доберусь до этих небожителей? And I'm always thinking, when I will be able to live on the heavens, in the accommodations of heaven. Я очень тебя прошу, Майкл, поделись, пожалуйста, на сегодня, конечно, не в рамках инвентаризации, но какие сейчас у тебя бывают духовные проблемы, как выглядит сейчас твоя духовная болезнь? Хотя бы чуть-чуть для нас, для всех, для небожителей. Michael, may I ask you to share with us your spiritual problems? How do they look like? Not just in the inbounds of inventorization. Maybe you can go outside the inventorization. How does it look like? Your spiritual problems right now. Thank you. Thank you. Well, occasionally I manage to completely ignore and be rude to my lovely wife. I finish her sentences for her. I think I know where she's going and what she means. And so I go, yep, I got it. And that's one of those spiritual opportunities, because my time's so valuable, I don't want to have to listen to everything that she's got to say. И у меня вот сейчас такая проблема с моей супругой. Я иногда ей грублю, иногда ее просто игнорирую, не слушаю, потому что у меня так время мое очень ценное, и мне некогда слушать всю ту болтовню, которую она мне говорит. Я такой типа, ладно, я понял, окей, я все понял, все, давай, не трынди, типа того. One of the lessons Don taught me over the years is he had a saying: if it's got a motor attached to it, ask a guy about it. If it's got a feeling attached to it, ask a woman about it. И вот здесь есть такая мудрость в том случае, если пришел торговец, что он продает, спроси мужчину, а как торговать? Спроси женщину. So it's been so valuable to me to hear and have the input of recovered women, so I can better understand the universe I exist in and so forth, because their senses of things are often far better than mine on first read. И вот эта поговорка, она позволяет мне понимать те чувства, которые испытывают женщины. То есть понимание того, как существует женщина, о чем она думает, что она хочет, это очень важно. Это позволяет мне себя поддерживать на определенном уровне в том числе. Вот и все. Понимание женщины. Спасибо. Thank you very much. Yeah. So let me add here, one of the most valuable things, and this is just a tiny part of a very large discussion. One of the things I like best about my home group is that we all actively 10th step. We form into 10th step circles. So, for example, I behave badly sometimes. I went to the gas pump, and the prices were higher than I liked, and the attendant said, "Sir, please don't top off." And I said, "Look, you son of a bitch, when you're putting your credit card in this pump, you can tell me how to do it. But for now, it's my money and I'll do it the way I want to."
И вот здесь я бы хотел добавить, безусловно, это такая капля в море, маленькая часть большой истории, но ничто не нравится по поводу моей домашней группы. Мы используем круги 10-го шага. Мы в кружок становимся и начинаем проходить 10-й шаг совместно. И вот здесь такой есть пример, когда я прихожу, например, куда-нибудь в игровой дом, наверное, да, гестхаус, это... Гэс. Я поняла, что это заправка. Нет? Gas station, right? The gas station. Or Yes. gas station, thank you. Когда я приезжаю на заправку, я вижу, что цены поднимаются на бензин, и я этому говорю заправщику: ты что делаешь, сволочь такая, сукин сын, почему ты цены-то поднимаешь? Ты же меня не спросил, когда ты цены поднимаешь, то ты спрашиваешь с меня за то, чтобы я платил тебе дополнительные деньги, сволочь ты такая. Ну, то есть вот здесь я веду себя очень, очень неправильно, мне нужно отмолить эти все вещи, хотя я понимаю, что где-то он, возможно, и не прав. So clearly, before I'm even doing this, I know I'm wrong. I'm being a jerk. So I go immediately and apologize to the guy I spoke badly to. И, естественно, я понимаю, что я веду себя как полный кретин в этом случае, и я встаю и иду к этому парню и извиняюсь перед ним незамедлительно. Yeah, I said, I have no right to talk to you that way. Thank you for being here to help me get my gas. И говорю ему, что извини, пожалуйста, дружище, я, конечно, не имел права с тобой так говорить, и вообще благодарю тебя за то, что ты мне помогаешь. And then, as I drive away, I am calling the newest guy, that not the oldest, the newest guy that I sponsor, the guy with 60 days, and said, your sponsor was just a jerk. And I go through what I did and didn't do there with the newest guy, later with my sponsor. И я после того, как меня заправили, моментально звоню своему самому молодому подспонсору, молодому, вот, который пришел раньше, позже всех, наверное, позже всех, да, все, раньше, позже меняются местами. Позже всех, и говорим: дружище, слушай, твой спонсор вел себя как сейчас, просто как откровенный козел. Ты понимаешь, то есть вот ты меня прости, пожалуйста, пойми тоже, я до этого также поступал и звонил своему спонсору. And then at the end of it, we discuss how we can help somebody else. So what happens here is this is like a spiritual recycling process. И я обсуждаю в этот момент с ним, кому бы я еще мог бы быть полезен. И это как такой момент духовной переработки, что ли. So what happens is the spiritual recycling process, I go out and just trying to live my life, I produce some garbage in my selfish actions. But if I put it into this process, it gets to help others along the way. It gets recycled into something useful. And it shows that new guy that this isn't just stuff I talk about in meetings and with my buddies, that he's part of this too. And we're all united together in trying to live a new kind of life. И в этом смысле, конечно, вот я проживаю жизнь, да, я произвожу не только нечто хорошее, но произвожу также какой-то духовный мусор, который мне необходимо переработать. И я звоню своим подспонсорным, другим членам анонимных алкоголиков, и мы вместе думаем о том, как этот мусор направить в некое позитивное русло, то есть его переработать и помогать быть полезным другим людям. Yeah. Maybe that is it. Да, спасибо. Thank you very much for your reply. Скажите, пожалуйста, у нас еще много вопросов. We have a lot of questions, Michael. Maybe how much time you have? I've got about another 5-10 minutes here. Еще 5-7 минут. 5-10 minutes. 5-7 минут. I'll tell you what, let me go tell my wife that we're going to run a little late, and I'll come back and we can talk for a few more minutes. Okay. Okay. Let's come out for just a minute. And Thank you very much.
Так, Я сейчас на секундочку, говорит, отлучусь. Я хоть супруге своей скажу, что мы тут чуть-чуть задержимся. Вот, ну, может быть, товарищ отошел, ему по нужде нужно. Вот, я сейчас вернусь, говорит, мы продолжим. Что за Яндекс Транслейтер? Ребята, пишите, пожалуйста, по-русски. Кто следующий? Не я ли? Настасьи нет. Настасья. Да, у Настасьи вопрос, потом. Да, потом. Я смотрю, кто. Да. Okay, I've been granted another 15 minutes if you need it. Мне супруга 15 минут еще дала, поэтому не надо выходить за рамки, иначе мне конец. Окей. Хорошо, следующий вопрос от Настасьи. Так, большое спасибо за Кости, за перевод. Значит, вопрос. Билл сделал шаги за несколько дней. Почему в наши дни, на твой взгляд... Так, почему в наши дни, на твой взгляд, выполнение программы весьма продолжительно? Переведи, я дальше. Ага, я вижу сообщение. За какой период твои спонсируемые обычно проходят по шагам? Это уже два вопроса. И скажи, пожалуйста, если твой спонсируемый не выполняет какие-то рекомендации, завершаешь ли ты вашу работу? 3 вопроса, ну, как бы есть еще ребята, да? Скажи, пожалуйста, Майкл, что еще есть ребята, которые... Mike, the question from Nastasia. Bill made these steps just within several days. Why nowadays, on your opinion, the completion of the program is rather long? What is the usual period your sponsees usually pass through the steps? And would you mind telling us if your sponsee doesn't complete one of your recommendations, do you break up the relations with them? Do you break up your work with this person? Well, first on the topic of the bad sponsee, they are my best teachers. Вначале поговорим о опыте плохих спонсоров, спонсируемых. Они мои самые лучшие учителя на самом деле. Yeah. The person that annoys me and rebels has got usually more to teach me than the one that makes me comfortable. Те ребята, которые меня больше всего раздражают, которые больше всего со мной пререкаются, они учат меня больше всего. Yeah. So, and then, and this is just what I'm telling you is just my view of it, but the steps are not linear from here to there. They are circular. And so I am always in some part of the steps, sometimes more formally than others. But these days I stay involved as much as anything by working with other people. Вот здесь нужно запомнить, ну это понятно, мой опыт про этих людей, но нужно запомнить следующее, что шаги нелинейные, они идут по циклу, по кругу, и в какой-то момент я нахожусь тоже в определенном шаге и продолжаю его выполнять. Поэтому я отношения с этими людьми, как правило, не прерываю, просто продолжаю работу по шагам. Yeah. So inventory, all those things aren't extended and constant all the time as they might appear to be, but self-examination is. For example, the inventory was brought up. I live in a constant daily practice of the 10th step as outlined in our book on pages 84 and 5 and so forth. And then it's kind of like I brush my teeth every day.
and I do a good job of that, but I still go to the dentist twice a year to get a professional cleaning, in-depth cleaning. So periodically, I need to write more inventory. Now, what I do is I never ask a sponsee to do what I don't do myself. So especially if it's a new person, Ну вот, or newer person, I will write inventory alongside them. So they're not alone in having that experience. ну, начнем с того, что я своих спонсируемых не прошу делать то, что не делал я. И тут есть такая особенность. Некоторые шаги есть линейные, например, инвентаризацию. Инвентаризацию нужно проводить там время от времени. Это как чистить зубы. Это как приходить к дантисту раз в полгода, да? А есть шаги, которые нужно делать постоянно. Например, десяточка. То есть ее нужно делать каждый день и находиться в ней каждый день. Это как чистить зубы. Вот несмотря на то, что ты чистишь зубы каждый день, ты все равно 2 раза в год приходишь к стоматологу и проверяешься. Тут то же самое. Вот, тут нет какого-то единого периода по прохождению шагов, для всех они индивидуальны абсолютно. Alcoholics Anonymous became easy and effective for me the moment I quit trying to escape and get finished. И анонимные алкоголики перестали быть для меня, ну, стали для меня очень, вот эти шаги стали для меня достаточно легки, как только я перестал избегать их, и как только я закончил проходить 12 шагов, все пошло просто на ура. It's very difficult if I'm going, am I done yet? Am I done yet? When am I going to be done? Am I done yet? Am I done yet? When am I going to be done? No, this is just merely my new way of living. It's the spiritual house that I've moved into. I use the metaphor of the spiritual gym. See, no matter how physically fit you get, you still have to keep exercising or the fitness goes away. И вот здесь я провожу аналогию также с духовным спортзалом, да, то есть не важно, что ты накачал уже бицуху, что она там со всех сторон здоровая такая, да, нужно все равно продолжать работу, потому что иначе все твои бицепсы просто рассосутся. И работа по шагам в анонимных алкоголиках, это как раз не то, что там, ну что, я прошел шаг, я закончил, да, ну что, опять я закончил, да, ну хорошо, я закончил, давай еще закончил. Нет, ты просто переезжаешь в духовный дом, и там начинаешь жить новой жизнью. Вот в этом особенность. То есть шаги мы не проходим, мы в них переезжаем. Thank you. Спасибо. Следующий вопрос. У нас очень много вопросов. Ну, давайте еще 2, 3, чтобы уложиться. Да. Соня, или как там правильно читается? Да, твои вопросы. Здравствуйте. Спасибо, Майкл. Очень интересно. Thank you very much, Michael. Hi, everybody. Thank you very much. Thank you very much, Michael. It was interesting. У меня вопрос следующий. Почему 10-й шаг не был сделан в начале книги? Ведь его дают, собственно говоря, в начале на практике. I have the following question. Why the 10th step was not written in the beginning of the book? Because as a rule, as practice shows, all sponsors give the 10th steps at the beginning, 10th step at the beginning. Вторая часть вопроса. Когда у тебя наступало, когда уже ты начал духовно пробуждаться, как ты мирился с тем, что вот это несовершенство окружающих тебя людей, несовершенство духовное, как ты с этим боролся? В моем случае я пробуждаюсь, и мне прямо вот плещет вот этот эгоцентризм моего супруга. Дай совет, пожалуйста. Спасибо. Так, и вторую часть вопроса, пожалуйста, можно как-то покороче. Вторая часть вопроса. Началось духовное пробуждение у меня. Я надеюсь. I started the second part of this question. I started to feel a spiritual awakening.
И я вижу просто гипертрофировано эгоцентризм твоего супруга. Это сводит вообще меня с ума и And делает невозможной жизнь. and I see a spiritual inconsistency of my husband, and I started to feel annoyment for this person because it makes me absolutely crazy what he does, what he thinks. Дай совет, как Please, переживать это. please, can you may I ask you for an advice how to overcome this situation? Well, Thank you. this is just for me, but other people don't upset me. Это чисто мой опыт, но другие люди меня не расстраивают. Now, that doesn't mean I'm a saint that never gets upset. Это But не it- значит, что я... I'm so sorry, I was too fast. Это не значит, что я не расстраиваюсь. But what happens is that other people do what they do for whatever reason they do it, and I decide that I'm going to upset myself about it. И тут надо помнить, что другие люди ведут себя так, как они считают нужным себя вести. У них причина есть для того, чтобы так себя вести, скорее всего. Но я для себя сам решение принимаю. Обижаться мне, расстраиваться или не расстраиваться. Yeah, I usually find some element of self there. Oh, if they act this way, they're gonna make me look bad. И для себя я тоже говорю, если они себя так ведут, ну что ж, я от этого должен хуже выглядеть. Or this is going to cost me money or time or cause me to do things I don't really want to do because I've got things I want to do that please me. И что, это что, должно стоить мне каких-то денег, или я должен делать то, что мне не нравится делать, или я должен делать то, что нравится лично мне? So there is no answer in my experience if I have to have other people change in order to be happy, I'm doomed. И в моем опыте, у меня такого опыта-то нет, но если я буду заставлять других людей делать то, что я хочу, то я обречен. See, the program talks about being happy. I can be happy anytime I decide to. It's happiness is a decision, not a set of outside circumstances. И программа-то как раз про то, чтобы быть счастливым, а чтобы быть счастливым, я сам для себя решаю, когда мне быть счастливым. И не завишу ни от каких обстоятельств. Никто мне извне не может сказать, будь счастливым. Я решаю для себя сам. Now that's all I said all that to say that's an oversimplification, and I know your situation with your husband is serious, but we want to start detaching from some of the necessity for other people to act right in order for us to be happy and peaceful. И я понимаю, что твоя ситуация с супругом достаточно серьезная. Я, конечно, приводил я как бы ситуацию всю упростил, но тем не менее иногда мы можем расставаться с теми людьми, которые мы так немножко подальше можем становиться от тех людей, с которыми мы до этого общались, но просто потому, что есть такая необходимость в этом, наша внутренняя. If you have to act right for me to be happy, I'm eventually probably very likely that I'm going to end up hating you. И в том случае, если я буду заставлять тебя быть счастливым, ты в какой-то момент просто будешь меня ненавидеть, начнешь меня ненавидеть. Спасибо. Я поняла, спасибо. Про 10-й шаг, пожалуйста, повтори. About the 10th step, she asked you to answer about the 10th step. Why the 10th step was not written in the beginning of the book? Because most of the sponsees were giving the 10th step exactly as the beginning of the
program. Yeah, well, at least within our little group, we have a relatively quick exposure to the steps, followed by a more in-depth exposure as they go along. So why Bill wrote it that way, I don't know. Bill was adapting from the Oxford group and from other spiritual literature, and that's what the origin of this was. В нашей программе есть какие-то шаги, которые делаются на постоянной основе, то есть на такие более поверхностные, а есть шаги более глубокие. И почему так Билл сделал, я сказать не могу, потому что он свою практику основывал на опыте Оксфордской группы и других духовных источниках, поэтому ответить не могу. One of the most important things that I was given in part of this loving approach here is the lack of rigidity about this. Now, it is very important to do some things a certain way, but if you as a sponsor decide that the 10th step ought to be the first step or the second step, or you ought to start it relatively early, by all means do that. If it's there are no rules on how that has to happen. If you're in need of a 10th step right now and you haven't worked all this worked up to step 10, by all means do it. I mean, you know, I was doing it before I had any idea what I was doing. И в том случае, если спонсор тебе говорит, что первым нужно делать 10-й шаг, а там, а не 6-й или 1-й, ну, да делай, пожалуйста. Здесь просто зависит как раз от твердости позиции спонсора. То есть, если он говорит тебе, что первый нужно сделать 10-й, да делай 10-й. Если он тебе, главное, помогает, можно хоть 12-й делать прямо сразу. Никаких вопросов тут нет. Так что просто делай. Спасибо большое. Thank you very much. У нас получилось на одного человека по 15 минут. Есть один вопрос, который безумно интересен. Может, последний на минуточку Майкл ответит. One last question, which seems to be rather interesting. Maybe you can answer it. People ask. От Тараса вопрос. После прохождения шагов важен ли контакт со спонсором? Если да, то на какой основе? Так, the question from Taras. After passing through all the steps, is it important to keep the contact with a sponsor? If yes, which basis it should be on? Which basis it should be on? Well, I have a large number of people I sponsor, and no two are alike. I have some that I will that are I spare. One guy, 47 years sober, calls me exactly weekly for an hour-long discussion. Some others I might hear from occasionally, and others all kinds of things in between. And so it's one of the things we do is, and it's important for me, is that I don't grade my own homework. У меня было, достаточно подспонсорных, и один подспонсорный со мной регулярно на каждонедельной основе мне отзванивается, мы с ним по часу дискутируем. Есть ребята, с которыми я встречаюсь так от случая к случаю, а есть люди, которые где-то посерединке находятся, кто-то звонит, кто-то не звонит. Поэтому по-разному абсолютно. И здесь возможно, что для меня это как определенный способ оценить качество выполненной моей домашней работы. Насколько хорошо я спонсировал. So
what we do is within the framework of the 12 steps, we find our own seat at the table. Some people sit on one side, some people on the other, but we're all in part of one big family in there. И вот здесь есть интересная аналогия. Прохождение 12 шагов — это как проведение некого мероприятия. Вот все садятся за большой стол. Кто-то занимает одну часть стола, кто-то на другую сторону стола садится, но все вместе мы все равно часть одной большой семьи. Да? Спасибо огромное. Thank you very much for В чате your очень answers. много слов благодарности. A lot of words of gratitude to you. Thank you very much for your speech. It was very useful for all of us. Okay, thank you. I'm Спасибо. sorry to be clearer about some things. Я, к сожалению, у меня не хватило времени. Нужно больше времени для того, чтобы разбираться с определенными вещами. Спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще, будем рады. Please come again to us. We will be very glad to see you. Okay, thank you. Спасибо. Отпустим тогда, да? Скажи, что мы отпускаем, мы будем закрывать. Thank you very much, Mike. We're coming to the conclusion part, so it's up to you to stay with us or leave the session. Please come back to us anytime very soon. Thank you so much. Bye-bye. Спасибо вам большое. Спасибо. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. В завершении нашего собрания позвольте зачитать обещание 9-го шага нашей программы. Ребята, извините, чьи вопросы не зачитала, да, вот, к сожалению, тут я не поняла на английском, все-таки вопрос или благодарность, и вот, к сожалению, не успели мы, ну ничего. Если фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом, вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность и покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим.